Привет. Шифруешься? Де паляниця? Привет! Я на украинской мове не размовляю. Я на своей буду. На русской. На якій? Да? А зачем ты пришел на Украину? Пообщаться с людьми. З людьми убивать дітей, жінок насилувати. Ничего подобного. Ничем таким я не занимаюсь. Лично я. За других не знаю. Вот за руку я никого не ловил. солдати ваші? А солдати ваші? Солдаты? А ти як твої на Росію прийшли і знасилували при твоїй жінці, насилували жінку при твоїй дитині, і яка б дитина 6-річна посиділа, а мати потім його умерла. Тобі було приємно, як твої солдати зробили це на Бучі. А что они там на Буче сделали? А так? По-моему, же они ушли оттуда. Як це вони? А так ви за кого? За Україну чи за Росію? Я в России живу. Я нейтралитет поддерживаю. Вот у меня история была, у меня друг был. Если интересно, я вам расскажу, как вот у нас обычные люди чем живут. Вам интересно? Я могу рассказать. Такая небольшая история. Если интересно, я расскажу про друга. Да. Да Скажите. вот у меня друг был, чтобы ты понимал, друг с детства. Вот ты вот какой маленький, мы с детского сада с ним дружили. И он вот как бы такой поддерживал, коммунистов, сколько я его помню, он там Сталин восхищался, Лениным, там вот говорил, что как хорошо было в советское время, ему там 30, там с небольшим. И вот он все это поддерживал, что все для работяг, туда-сюда. А вот 24 февраля, когда вот эта вот вся как бы история началась, он раз и стал как бы свою позицию резко поменял. Стал Украину поддерживать, там слава Украине кричать, там руку вскидывать. И, хотя как бы это же как бы противоречит егоным этим самым взглядам. Потому что Украина как бы плохо относится к СССР. А он-то наоборот, а он-то поддерживал СССР. А як Україна відноситься к Росії? Ну, по-разному. Кто... В основном, наверное, плохо. Плохо? Ну, тим не менее, наші солдати таке не роблять у вас на території, те, що ваші роблять. Ваші солдати дуже багато робили кримінала і беззаконня. А вы что-нибудь про Краматорск слышали? Что там произошло? Я вот Википедию просто почитал, там Нет, написано... не слышали. В Википедии написано, что чья-то ракета прилетела, убила 57 человек и 109 ранила. Чья ракета? Российская, украинская? Ваша. Російська. Нет, російська. Наші не кидають, як ви робите. Просто обороняють. Наші обороняють, держать свою територію, захищають свою Україну. А что-нибудь слышали про этот, про Одессу, про Дом профсоюзов? Слышали. Там потому что люди разные Що говорят. вони за нас, да? Хотелось бы... Разні, то що вам багато чого в Росії правди не кажуть. Не, это я сейчас не за новости, я вот тут же сколько с людьми общаюсь, с Украины, все разные говорят. Вот хотелось как-то, ну, общее понятие, вот тоже у вас тоже спрашиваю, что вы как считаете, что там это произошло? Не знаю, що там произошло. Не слышали, да? Нет.
А вы слышали? Ну, какие-то такие общие понятия, что там как две стороны были, короче. Одни болельщики, типа, как, какие-то там полуфанаты какие-то, ну, как это называется-то? Ну, которые болельщики, на самом деле, собираются подраться. Какие-то, как они. Ну, я знаю одне, що ваші солдати і ваш Путін, Ну, і таке, як вони творять на Україні, вже навіть німці такого не творять. З дітей не іздівалися, діток маленьких не насилували. А ваші просто це опуститися до ниже плінтуса, і все, вони ніхто, тожество. а кто вам такие ужасы рассказывал? Или вы сами видели? Зачем розказувати, якщо ми самі це бачили і самі це знаємо, що творилося в Бучі, а ну? І відео. Що творилося в Бучі? Як Буча пострадала? Скільки діток пострадало? Скільки жінок пострадало? Як жінок націлували, зав'язували білий флаг ззаді на руках із простині, і вони кров'ю були политі? Скільки вбито мирного населення? Із-за вас. Наші ж не йшли, не вбивали вас. І ваших дітей не займали, жінок не займали. Ну, не знаю. Что-то... Ну, не знаю, нет слов. для каких целей? Так вот, я не понимаю, зачем людей убивать, когда, ну, там, танки можно этим оружием... Надо в Путіна спросити у вас, що? Я вот тоже... Спросіть у Путіна свого. Ну, і здівалися, так що, ну, і здівалися з діток, з дівчаток, яким не було вообще маленькі зовсім, убивали, насилували. Невже нема куди отого впхнути? А у вас как в городе обстановка? Хуёво. То в Путіна розпитайте. Путін там усе. Ну, а він це... Якби він і здох уже безпечно. Та-да. А ви взагалі за Україну чи за Росію? У меня нейтральная позиция. О, це правильно. Я и не хочу кого-то определенного поддерживать, надо... И у нас тоже вот обычно что по телеку говорят. Ну, у вас, наверное, наши каналы не показывают, я вам так по секрету скажу. У нас появляется там мужчина, да, и он рассказывает... Ну вы слышали, да? Вы слышали. Вот, какая-то украинская женщина, образ у нее такой, ну я же мать. Смотрит вот в Фейсбуке, в Телеграме ленту, ну и ей там, как говорится, в уши срут, да. Но вы слышали, да? И детей мы насилуем, и в Буче мы всех убили, естественно. Но камеру закрыли. На всякий случай. Но я постарался немного, это самое, их поддеть. Но тут дети же вмешиваются. Ну и, кстати, очень как показатель, каких детей она воспитала. Ее саму-то еще надо воспитывать. А вот у нее уже дети какие выросли. Ну, по ощущениям, 3-4 детей. И вот, ну вот что из этих детей вырастет при такой матери? Ну что, кто? Кого она вырастет? Кого она способна воспитать? Это очень грустно. Я спорить ни с кем не буду. У нас есть такие же, как представители. Ну, обычно такие женщины у нас в неблагоприятных районах живут. У них много детей, и они вот... Ну, на Украине это тоже есть, и вот под воздействием пропаганды вот у нее такая позиция. Знаете, как вычислить адекватных людей? Те, кто реагирует на ковер, что ковер классный. Наши люди.
С ними можно еще работать. Завтра будет. Цукор є? Цукор маєте? А? Цукор маєте? А что это? Цукор, такий солоденький, такий розсипчатий цукор. Сахар, что ли? Sugar. Sugar, yeah, sugar. Появился сахар. Ура! Победа! Мы уже победили. Вон ту картинку с девушкой с такими буферами. Это все, это точно заставка. Все, на этом можно закругляться, наверное.